Судьба, подчас, готовит людям такие сюрпризы, о которых они не могут даже предполагать. Но для достойных людей они, в конечном итоге, всегда оказываются прекрасными. Кэрри и Крейг Косински поженились по большой любви. Девушка всегда мечтала о большой семье. Супруг в принципе был не против, поскольку финансовое положение позволяло. Только у судьбы на них были весьма неожиданные планы. Прошло уже больше года их любящего брака, а о детях не приходилось даже мечтать. Взволнованная супруга понимала, что прошло еще немного времени, но внутреннее чувство подсказывало ей, что происходит что-то не так. После очередной неудачной надежды и бессонной ночи, она наконец решилась и записала их с мужем на прием к специалистам по бесплодию. Врачи вынесли неутешительный вердикт из-за болезней. Она не сможет забеременеть естественным путем. Мечты, в которых по их дому топало множество маленьких ножек, разбились об реальность. Пара решила не сдаваться. Они попробовали процедуру ЭКО, но безрезультатно. Супруги не знали, что делать. Брать кредит на новую процедуру было очень дорого. Но самое главное, не было гарантии результата. Кэрри часто рыдала ночами, пока однажды ей не написала через Facebook ее давняя подруга, с которой они не поддерживали связь уже несколько лет. Это общение изменило всю дальнейшую жизнь Косински. Затем дама позвонила, и женщины долго разговаривали. В конечном итоге подруга призналась, что хочет попросить их о некотором одолжении. Она сейчас ждет ребенка, скоро должна родиться двойня. Но они с мужем в сложных отношениях, и у них уже есть пара близнецов. Кроме того, эта беременность получилась незапланированной. Может быть, Косински смогут удочерить тех детей, которых она родит? Кэрри посоветовалась с мужем, и они с радостью согласились, но пока на пробной основе. Прекрасные детишки, Адалин и Кенна, родились 28 февраля 2014 год. Через год Косински поняли, что это уже их дети. Они категорически не хотели с ними расставаться и позвонили биологической матери с предложением отдать им детей навсегда. Когда они поведали ей о своих планах, женщина сделала супругам неожиданное предложение. Она стала жаловаться на сложное финансовое положение и спросила, не смогут ли они взять и ее вторых близнецов. По удивительному совпадению они родились в тот же день, только на год раньше. Кэрри и Крейг почти не сомневались. Конечно, 4 детей – это достаточная нагрузка на семейный бюджет. Но разве можно разлучать родных братьев и сестер? Через несколько недель Сиси и Джей присоединились к их семье. Несмотря на то, что в доме было шумно и весело, Косински все же мечтали иметь и своих кровных детей. И что же? Ровно через год супруга почувствовала себя странно и попросила мужа отвезти ее к врачу. Когда доктор вернулся с результатами анализов и тестов, он попросил мужа выйти. Кэрри стало страшно, но потом она поняла, что доктор поступил правильно. Он сообщил ее ошеломляющую новость: женщина ждала ребенка. А потом добавил, что будет двое. Да, от такой неожиданной новости папе действительно могло стать плохо. Супруги очень нервничали, но пока все шло прекрасно. До середины беременности. Всего в 6 месяцев Кэрри почувствовала, что у нее, возможно, схватки. Крейг помчался домой и немедленно повез жену в больницу. Когда Кэрри оказалась в больнице, врачи поняли, что нужно действовать быстро. Кэрри, понадобится срочная операция. Они попросили Крейга покинуть палату, чтобы у врачей было время для работы. Отец 4 детей расхаживал по залу ожидания. Наконец его ждали. Воодушевляющие новости. Насколько это было? Возможно, на таком сроке детки родились здоровыми, хотя и весили по 600 граммов. Здесь могло помочь только отделение интенсивной терапии новорожденных. Родители пережили все: хирургическое вмешательство, вирусные инфекции и качели между жизнью и смертью их малышей. Но состояние стабилизировалось только через несколько недель. Кэрри посещала девочек в детской больнице Висконсина каждый день. Крейг, который работал, мог приезжать только 3 раза в неделю.
Но каждый день они возносили молитвы за своих детей, особенно за тех, которые находились в больнице. Наконец, Каролин и Клариссу выписали домой. Теперь у пары было и двое родных детей. Но и это было не самым удивительным в их истории. Оказалось, что все дети родились в один день 28 февраля. Вот уж удивительное совпадение. Только Кэрри и Крейг Косински называют случившееся Божиим промыслом. Когда Создатель испытал их отношением к чужим деткам, Он решил наградить их и своими, и дал им тот же день появления на свет, что и у приемных детей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.